Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп лета 2023 года. Судьбоносный поворот или судьбоносные события. Вот давайте узнаем, каковы же эти судьбоносные события по мнению карт Таро. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений, поскольку один знак зодиака не говорит о личной истории каждого из нас. Есть и различия, и нюансы. Но давайте узнаем, до того, как мы разложим карты на 3 месяца, что же, по мнению Таро иллюминатов, будет этим самым судьбоносным либо событием, либо поворотом. А может быть, все будет достаточно спокойно. Как видят лето для представителей знака зодиака Весы, карты Таро. К стабильности, к изобилию, процветанию. Все у нас должно быть под контролем. И вообще все в наших руках. По королю Пентаклей это тот, который надеется сам на себя. Вот значит и нам нужно надеяться на себя. Может быть, составить какую-то стратегию, тактику, принять какой-то план или тезис-план. Мы должны понимать, чего мы хотим достичь. Мы не можем пустить что-то на самотек. Есть возможность заработать деньги, есть возможность по этой карте даже начать бизнес с нуля, организовать что-либо, договориться с кем необходимо, построить какую-то новую реальность нашей жизни. Вообще очень уверенная карта и одновременно еще и статусная. Пусть это карта двора, пусть это не старший аркан, но это где-то лидерство наше благодаря нашей прочной позиции. Вот какую-то прочную позицию, какие-то свои такие фланги надежные вы должны сформировать. Шикарно для кого-то. Посмотрите, король Пентаклей, королева Пентаклей. И личная жизнь, видимо, тоже с позиции стабильность будет для вас очень важна, мои дорогие весы. Есть и любовь, без сомнения, но здесь не о страсти нам говорят, а о доверительно надежных отношениях. Все же пара вот таким образом у вас выпала. И, видимо, вопросы у кого-то с вашей недвижимостью, вопросы финансов, вопросы вашего здоровья, вопросы внешнего вида. И если мы переключимся, что нам как судьбоносный поворот, что может быть важно? Да все важно, особенно по королеве Пентаклей. Ведь она создала себя сама. 2 карты, которые практически про самореализацию, про финансовое благополучие, про реализацию как наших каких-то проектов, так и на будущее. Мы тоже не должны где-то в моменте одном застревать, а должны видеть свои какие-то перспективы. Нам должно просто хотеться жить, творить и создавать совершенно новое качество жизни для самого себя. Быть, наверное, оптимистами, безусловно, для нас тоже будет очень важно. Исключить всякую возможность оборачиваться назад. А для кого-то из вас это будет означать, возможно, переезд. Или, может быть, вы будете соединяться как с семьей. Правда, у кого-то так проиграется. Я уже говорила по королю Пентаклей, что мы можем начать бизнес с нуля. А по королеве Пентаклей здесь вообще нет ничего невозможного. Ведь это сад райский, среди которого восседает королева на троне. И нам говорят, она его построила своими руками. Вообще замечательно. Ух ты. А на дне колоды у нас еще туз кубков. Но про любовь, про личную жизнь забывать мы не должны. И тогда вот, наверное, этот кубок полный, когда изливается амброзия. Ну, давайте еще достану одну карту. Придется где-то быть хитрее, придется изворачиваться, правда. Быть внимательным более к своим финансам, к своему собственному благополучию именно на нашей земной основе. Что я имею в виду под этими словами? А то, что нет философии какой-то ненужной, пустой. Нет как и восторженности, понимаете, когда мы одеваем розовые очки. Но нет и со знаком минус. Вот оставаться в моменте здесь и сейчас, что я могу сделать на сегодняшний день реально, обращать внимание, что говорят люди, что люди вам предлагают. И если выпадает карта вора, так называют эту карту, хотя нигде это не прописано значение, но все же мы должны быть внимательны к нашему имуществу, к сохранности его, к сохранности денег. Нам придется, может быть, где-то манипулировать. Разные ситуации в течение лета могут создаться. По этой карте все-таки это больше какой-то хитрости, изворотливости от вас потребуется. Не все здесь за чистую монету. Но
понятно, законы мы не нарушаем, но и предугадать как будто вот подобные действия в отношении нас — это наша задача. Стабильный период сам по себе на сохранение, на приумножение и на личное счастье направлено. Лето для вас как будто специально, чтобы получить вот такой туз кубков. Давайте мы достанем 3 карты. Это будет соответствие 3 месяцам: июнь, июль, август. Одна карта на месяц. И мы посмотрим энергии. Как сложатся эти месяцы? Июнь, июль и август 2023 года. И на колоде Таро Висконти Сфорца мы достанем 3 карты по основным сферам жизни. Раскроем немножко поподробнее, да, чем для нас будет хорош каждый месяц. Что нам, может быть, удастся решить, совершить. Или каковы энергии. Дела, работа, бизнес в июне. Что по финансам нам скажут карты. И личная жизнь. И те же самые энергии мы узнаем в июле. Дела, работа, бизнес, финансы. Что по личной жизни. И месяц август. Дела, работа, бизнес, деньги и наша личная история. Хотя не всегда это про любовь, иногда это и наши амбиции. Июнь. У кого-то может состояться переезд, может быть, уже был запланирован, или вы будете им вплотную заниматься, но чаще это мы уже уходим. Поэтому я могу сказать, что либо это будет к завершению, у кого, правда, кто планировал, занимался, уже готовил документы, может быть, почву какую-то готовил к этому переезду, и это будут мысли более конкретные, когда мы уже его практически можем осуществить, когда мы поворачиваемся спиной к прошлому. И это означает еще не только, понятно, перемещение, хотя по этой карте оно идет, когда мы не хотим повторения какой-то прежней истории. Так вот, в этом контексте это мы можем искать какой-либо выход, и по этой карте мы его находим. Выход из создавшегося положения. Выход может быть из каких-то сложных отношений, у каждого по-своему. И если у вас были какие-то вопросы, допустим, да, в суде, может быть, даже для кого-то, когда утрачено было в вашем союзе каком-то прежнем взаимопонимание, и здесь мы понимаем, что, все, вот есть словно какая-то демаркационная линия, которую мы перешагнули, может быть, даже внутренне, и теперь нам осталось просто оформить что-то де юре. У кого-то так проиграется. Окончательно с чем-то вы определитесь. Или если вы словно на развилке не можете принять какое-то важное решение в июне, оно для вас будет совершенно очевидно. Давайте достанем дела, работа, бизнес. Правда, посмотрите, как символично. Вот человек у нас, который не оглядывается даже на эти 8 кубков, может быть, и есть что-то ценное в них, а ему даже это как будто не имеет значения, нет интереса к чему-то из прошлого. И вот он, нулевой старший аркан. Мы идем вперед. Новое качество жизни мы будем отстраивать, новый какой-то опыт, хорошее настроение, вдохновение, выход из какой-то, может быть, хандры, апатии, депрессии, вот чего-то такого. Нет каких-то прежних эмоций, переживаний. Если по 8 кубков была какая-то тягостная ситуация, или вот нам показывают, да, человек идет, и впереди ведь темновато, непонятно еще, как будто что будет дальше. По сути, это карта мужества. И если мы делаем какой-то первый шаг, то, вы знаете, придет как и оптимизм, как и хорошее настроение, новые планы у нас уже появляются. Для кого-то из вас это правда, какой-то переезд будет, иногда это проигрывается. Может быть, ожидание какого-то гонорара за вашу какую-то проделанную работу мы можем здесь как раз получить и вложиться в какой-то наш новый проект. У кого-то так проиграется, особенно если вы человек творческих специальностей. Тут может быть, знаете, как идея фикс. Захватит так, что вы
вы ну, целиком и полностью уйдете в свое творчество. У кого-то это может быть. С другой стороны, вас как будто ожидает смена статуса. И нужно сломать в первую очередь стереотип в себе самом, а с другой стороны уделить вопросам имиджа, собственного внимания по этой карте тоже предполагается. Это будет для вас важно потому, что придется, может быть, решать какие-то вопросы в высоких инстанциях. Или для кого-то из вас это будет означать смена вашего окружения. Вам тоже этого захочется с каким-то новым, вдохновленным порывом. И тогда мы помним, что встречают по одежке, и поэтому наше содержание должно внешне как-то тоже выражаться. Может быть, люди вас привыкли видеть как-то стереотипно, а здесь его надо сломать, этот самый стереотип. Но мы помним, что и шут идет под ноги, не смотрит. С одной стороны, как будто пространство в чем-то будет вам помогать, но мы рассчитываем сами на себя. Это может быть и бизнес, какой-то проект, или вы задумаете получить новую должность, начать словно жизнь с чистого листа, как будто сами себе можете сказать: все, хватит хандрить, иду вперед, давайте посмотрим, что у нас по деньгам. И четверка жезлов, как раз праздник после победы, нам говорят. Поэтому карта обещает воплощение наших замыслов в какой-то материальный эквивалент. Деньги мы получим, но по этой карте мы можем себе как будто позволить праздник, но в целом мы должны контролировать состояние финансов, и несмотря на то, что деньги будут по этой карте, но мы не можем расслабиться. Дважды не можем расслабиться, потому что по шуту все в любой момент может пойти что-то не так. Мы исследуем новую землю без карты. Вот в июне месяце какой-то совершенно может быть судьбоносный поворот в сторону плюс. И может он начинаться с какого-то предложения или с вашего решения, когда вы видите какой-то выход, или с вашего внутреннего инсайта что-то создать, скреативить или как-то начать что-либо по-новому. И мы должны быть очень прозорливы и внимательны, чтобы все контролировать в этом месяце. А здесь еще и карта Иерофант. Если какие-либо согласования могут проходить по этой карте, все-таки это у нас карта законности, традиций. Это карта высоких чиновников, это карта буквально, когда, кто знает, мы можем встретить человека, если это у нас на личную жизнь, и как-то очень быстро у вас закрутится история, когда вам могут предложить руку и сердце. Или если вы встречались уже какое-то время, были знакомы, то человек может захотеть, например, перевести отношения на новый уровень. Или вы будете хотеть этого и пытаться найти какой-то выход для того, чтобы что-то узаконить или составить какой-то документ, что-либо оформить, выйти из вот этого нулевого аркана в какую-то стабильность, ясность, четкость, и как будто у вас получится. И карта-то вообще советует все делать по закону, потому что будет иметь значение именно то, что мы оформим буквально документально. Из каких-то слов или из какой-то неразберихи нам придется отстроить своего рода порядок. Мы готовы учиться чему-то новому, и придется как будто учиться. У кого-то это может означать: вы будете учить новый язык. И если у нас еще проигрывается с переездом, и для кого-то это иностранный язык, а для кого-то это IT-сфера, это может быть Python будете учить, кто знает, вполне вероятно. То есть как освоение какой-то новой профессии, специальности. Можно начать тут что-либо с нуля и увидеть уже, повторяюсь, результаты своего труда. Очень продуктивный месяц может выдастся июнь, если мы его где-то не прошляпим, если мы решимся сделать какой-то важный выбор или первый важный шаг. У вас несколько карт говорят об этом. Уравновесить, может быть, вам придется какие-то противоречия в самом себе. И может быть вокруг вас еще ситуация сродни, как, знаете, хаос перед началом творения. Все-таки выпадает карта шут. Это как раз вот этот самый хаос и есть. Но, значит, вам его придется выложить в какую-то логическую цепочку последовательности, мои дорогие весы, чтобы получить вот такой старший аркан Иерофант. Из вот этого самого или из этой самой неразберихи, из какой-то темноты, из какой-то пустыни создать новый порядок. Мы словно должны, понимаете,
Первое. Принять важное решение или буквально решиться на что-то. Второе. Принять то, что вокруг нас меняется все время что-либо, и нам тоже нужно меняться. И буквально сразу начинаем что-то отстраивать, формировать, и закрепить еще мы это должны буквально за июнь месяц. Уладить какие-то противоречия, может быть, и в нас самих, а может быть, и в тех делах, которые для нас будут наиболее актуальны. И здесь у каждого по-своему. Здесь может проиграться и сфера вашей работы, сфера ваших личных достижений, сфера вашего творчества, финансов и любви. Все вместе. Июль. Старший аркан умеренности. А вот здесь торопиться точно не стоит. И по этому аркану у нас проигрывается ситуация, когда мы должны быть вообще внимательны к подсказкам собственной души, так еще и подмечать все детали, которые нас окружают. Тут ведь может само пространство дать какую-то возможность. Наша задача увидеть ее и взять. Карта также говорит нам о доверии ангелу-хранителю, верить как в свою собственную звезду, в свои возможности, подмечать все то, что приходит на наш порог, и воспользоваться чем-то, воспользоваться нашим, может быть, каким-то внутренним инсайтом, когда мы можем видеть действительно из области рационального какой-то выход, или мы можем принять важное решение. Это будет соответствовать, с одной стороны, нашей внутренней трансформации, а с другой стороны, это самодоверие. И именно с самодоверия начинается самодостаточность. Мы воплотим какой-то свой проект, как и творческий, можем создать какой-то шедевр. Шикарная карта и для тех, кто занимается, опять же, творчеством, и для тех, кто, может быть, работает сам на себя, или для тех, кто даже хотел бы самовыражения, может быть, в другой какой-либо профессии, кто работает в организации. Здесь ведь тоже построить совершенно другое качество жизни. Будет важно, с одной стороны, подходить к любому делу без лишнего напряжения и довериться внутреннему голосу, но еще и признать какую-то обратную сторону медали, признать, что что-то в любой момент может пойти не так, мы не можем расслабиться, это факт. Дела, работы, бизнес. Ну вот, наверное, как король жезлов, это карта харизматичного лидера, который никуда не торопится, но он честен сам с собой. Он подмечает все то, что вокруг происходит. Он умеет анализировать правильно информацию и составлять свой тезис-план. И в первую очередь о том нам говорят, что как будто советы со стороны в этот месяц, они не со знаком плюс будут для нас. Мы должны удерживать, наверное, ту какую-то для нас важную цель, идею, мечту, назовите как угодно, чего мы хотим достичь. А та обстановка, которая вокруг нас, она будет требовать нашего внимания именно для того, чтобы как правильно воспользоваться тем, что мне дает судьба. Или как применить для своего блага те или иные возможности, а они, безусловно, будут. А также это может быть человек, будет вам помогать, или будут у вас с ним партнерские отношения. Но нужно быть внимательному, потому что все же эта карта говорит об энергетике в целом для решения каких-то вопросов ваших. И будьте лидером, вот нам что говорят. Значит, придется самому как и принимать важные решения, так и продумывать что-то наперед. Финансы. Удивительно. Если у нас прежде выпадала пара король пентаклей и королева пентаклей, то здесь у нас выпадает то же самое, но только со знаком жезлы, огненная энергия. И для кого-то из вас вопросы пары, вопросы сотрудничества, вопросы вашей личной жизни, финансов, может все переплестись. Это может быть как и какой-то творческий проект с поддержкой, а для кого-то это будут вопросы вашей, опять же, личной жизни и в то же время каких-то устремлений вперед. Если вы будете вместе с каким-то человеком, значит, словно мы планируем не один кто-то, а как будто вдвоем. Может судьба вам подарить какое-то важное знакомство, и это будет означать для кого-то личную жизнь, а для кого-то, может быть, просто решение, то, что вы хотите организовать или, может быть, осуществить как какой-то свой план. Есть взаимодействие, есть какое-то сотрудничество, как и по делам, так и по финансам. А что в личной жизни? Видимо, есть какой-то и выбор, двойка мечей. Это, с одной стороны, нам говорят провести
какую-то параллель в собственной душе для того, чтобы установить душевный баланс. Все-таки с чем-то мы должны будем определиться в июле еще, видимо, могут быть сомнения, мы можем засомневаться в правильности нашего союза, почему нет, или правильно ли я что-то осуществил или сделала в июне, да, тут вот быстро будут разворачиваться события, а нам говорят, что мы должны иметь какое-то собственное независимое мнение, и по части энергетики двойка мечей чем-то похожа на восьмерку кубков. Есть здесь тоже элемент, когда от нашего важного решения будет зависеть наше качество жизни. И тоже есть своего рода развилка, какое-то перепутье или в любом случае нам придется еще как будто одно решение принимать, от которого будет зависеть ваша дальнейшая история, жизненно важная какой-то, может быть, союз. И этот союз как и в личной жизни может быть, так и по работе. Давайте посмотрим, что у нас на июль. Шикарно. Карта звезда. По карте звезда это наши планы лет на 10-20. Это та вот далекая траектория, которую мы ставим себе как жизненный маяк. Это то, чего мы хотим достичь. Сияйте, как звезда, нам говорят карты. И еще я хочу сказать, что если мы сказали вопросы имиджа, уделить внимание, я могу предположить, что для вас, мои дорогие весы, вы люди достаточно импозантные, но, видимо, в течение лета ваш внешний вид, какой-то дресс-код, ну, будет иметь значение на самом деле, и мы начнем менять что-то в июне, а в августе мы еще что-то кардинально можем изменить. Это по этой карте тоже предусмотрено, а для кого-то из вас осуществится окончательный, может быть, переезд, смена работы, смена профессии. Мы можем начать работать через интернет, мы можем начать работать удаленно, или мы можем сменить вообще сферу деятельности и начать развивать свое собственное ремесло или творчество, как бы в одиночку. И карта предвещает нам популярность. Сама по себе популярность для вас тоже. Поэтому, может быть, нам про имидж и про ломку какого-то стереотипа и говорят. Нет ничего невозможного на далекий период. Вы за короткий период времени, мои дорогие весы, всего лишь 3 месяца, можете пройти вот так вот от нулевого аркана, приняв важное решение, вот как восьмерка кубков, отвернувшись от прошлого, и увидеть совершенно новые горизонты, совершенно новые возможности, как в партнерских отношениях, по бизнесу, по делам, по выстраиванию карьеры, когда получается осуществить проект, добиться желаемого, свои собственные амбиции, в них как и утвердиться, так и увидеть уже на дальнейший период какие-то перспективы. И в дальнейшем-то, это, знаете, в первую очередь, наверное, все же вдохновение, которое нас заставляет идти вперед. Нам становится все интересно. Поэтому отталкиваться от вопроса, решая ту или иную проблему или дело, будет это для меня иметь значение лет через 10-20, чтобы мы не потратили наши силы, энергию в пустоту. Для вас в августе это будет очень актуально. Дела, работа, бизнес, десятка кубков. И здесь может быть правда. Все то, что я говорила, июнь-июль, может проиграться как личная жизнь, предложение какое-то, окончательное решение жить вместе. Вы уже не один, а вдвоем можете планировать, как где мы будем жить, например, да, как это будет все на материальном уровне, и где, и каким образом, и что-то по финансам, и что-то по документам. Все-таки десятка кубков – это у нас карта счастья. Или это может быть какой-то ваш проект, который как самореализация пройдет, когда мы рады, вот. Но все же кубки – это еще и про личную жизнь, поэтому, безусловно, у каждого по-своему. У кого-то я достиг то, чего я хотел в плане собственного конкретного детища какого-то, да, или задумки, а у кого-то это пройдет под флагом любви, личной жизни. И здесь мы останемся в принципе довольны, нет ничего невозможного. Самое время планировать на далекую перспективу, не совсем топтаться на месте,
и думая, что вот я сейчас что-то у меня получилось сделать, и я могу успокоиться. Нет, нам говорят только ставить перед собой новые горизонты. Финансы будут определенно. Для кого-то из вас это могут быть крупные деньги. Вы можете получить за свое творчество или какой-то ваш проект, или, может быть, работа, которая была вами проделана прежде, а вы как будто наш доход может вырасти. Или те деньги, которые прежде задерживались, они к нам как будто приходят. Совершенно новый статус по финансам для вас может быть, который открывает какую-то новую трансформацию. Тут два момента. У кого-то может сопоставиться личная жизнь именно с вашими амбициями, в хорошем смысле, с вашей самореализацией. И своего рода выбор может быть, чем не заниматься. Работе больше уделить внимание или моему творческому проекту, или личной жизни. И я должна сказать, это и есть как раз двойка мечей, когда мы можем стоять на выборе между нашей самореализацией и личной жизнью. Где, как это уравновесить или чему отдать предпочтение. Это сложно будет сделать, и карта ведь не подразумевает, что мы должны сделать какой-то выбор. Скорее всего, нам придется уравновешивать оба направления, мои дорогие. Давайте я открою личной жизни. Да, вам придется уравновешивать. Может быть, буквально разрываться. Вам так может казаться, что мне не хватает времени в сутках, чтобы реализовать то, что я хочу. А, потому что какая-то личная жизнь будет требовать вашего участия. С личной жизнью нам обещают порядок. Видимо, ваши партнеры и поддержат, и помогут, и поймут вас. И если на первом месте будет стоять ваша работа, ваша должность, ваш какой-то статус на работе или ваше творчество. В целом, посмотрите, как шикарно. Карта победы, когда у нас все получается. То есть мы начинаем вот из такой темноты какой-то, да. Главное сделать первый шаг, мои дорогие весы. Принять, что, ну, все, вот какая-то прежняя история, она, во-первых, мало что закончилась, так она и не может продолжаться. Темнота какая-то, нет смысла что-то продолжать. И если мы делаем шаг навстречу своему будущему, мы себе как будто протягиваем руку помощи из будущего. Мы за наше мужество, словно пространством, будем как и вдохновлены, так и где-то нас будут поддерживать высшие силы, вот этот самый ангел-хранитель, и любой проект у нас удастся. И знаете, я не, опять же, сказала, что ваш партнер вас поддержит, даже партнер по личной жизни может поддержать ваш какой-то либо творческий проект, либо поймет вашу, может быть, занятость на работе, или, ну, вот какое-то ваше участие. Он может быть с вами словно заодно. Вот единение души и взаимопонимание на каком-то высоком уровне может быть как обретение своей второй половины по-настоящему. Того человека, как, знаете, мой зеркальный близнец, которому не надо ничего объяснять, он меня понимает. Здорово. Чего я и желаю каждому из вас. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы. Будьте счастливы.